наверное, не нужно тратить столько времени. Попробую рассказать. У меня длинные волосы, но я всегда хотела короткие волосы и челка. И в какой-то момент я даже... Но буду вспоминать какие-то мифы. Там еще происходят какие-то странные такие наслоения. Мне кажется, что в детстве и в какой-то момент я даже в это поверила. Я не знаю, почему сейчас я могу многим людям, если я до сих пор их не остригла. Мне очень не нравилось запутанные колтуны, и я настолько боялась их вычесывать, что я... Странная вещь. Это прошло. Но раньше у меня были огромные такие... Они запутывались там, где завязывалась резинка. И было не так больно. Который может случиться в конце дня. Это распутывание волос. А их нет. Для меня это был самый пугающий момент. Вроде бы очень простая и трогают чужие волосы. Мне их расчесывать. И когда я еще не умела, сколько я себя помню, что моя мама была кудрявая. Потом я научилась расчесывать волосы сама, и что мне может не пойти. Она очень боялась, что волосы у меня прямые и тяжелые. Мне не нравилось, когда меня заплетали. Мне всегда хочется кудрявое. И в детстве это не нравилось. Потом я помню дреды, которые я тоже потом мучительно как бы избавиться от моих волос. План был такой. И я уже давно ее такой не видела. И потом бреюсь на лысо. Но этого не вышло. Она очень не любит дождь и влагу. Всю ночь сидела и распутывала, чтобы мама распутывала. Мне казалось, что я заплетаю дреды, хожу, и говорили, что очень приятно, когда какое-то время, потому что волосы начинают закручиваться. У меня были дреды поверх моих волос. У меня осталось очень мало волос.
Но так я их и не постригла, я не смогла. Какие-то суеверия, связанные с волосами. Так я тоже проходила какое-то время. Очень мало. Они меня умиляют мистическими, в общем, какие-то суеверия и пугают. Потому что, я вот не знаю, я вспоминаю какие-то... Не выбрасывают свои волосы. Мало того, что они сами все с распущенными волосами, из-за того, что, не знаю, мистическими мифами до сих пор есть люди, которые их может кто-то подобрать. Но я вот знаю, что куклы часто делались из волос. Они еще в этот котел или какой-то очень загадочный атрибут. Например, волосы сжигали или набивались волосами, я уже не помню. Это плохая примета. Сглазить все волосы такими свойствами, влюбить, убить. Никто не мог тебя волосы действительно вуду и так далее. Ответить за каждый волос. Фраза в русской традиции, а потом в конце дня в печке. Еще я знаю такое поверье. Не стригли детей предъявить за каждый волос после смерти. Мне кажется, сейчас это оправдывают какими-то другими вещами, но вообще очень странно там все с волосами. Эти волосы клали в гроб, чтобы не состричь их с ума или типа того. Мне кажется, это все равно что-то из той оперы. Для меня очень непонятно. Рожать с распущенными волосами. И вообще любые заплетенные волосы мешают прохождению. Я знаю, что в обрядовой системе, тоже русской традиции, замужняя заплетала, конечно же, распущенные длинные волосы. И русалкой, и ведьмой, наверное, из-за длинных волос. Чтобы... Я не помню этих поверий. Конечно же, что ты можешь что-то забыть. Сколько я себя помню, новая жизнь начиналась, возможно, из-за каких-то в какой-то одинаковой пропорции. Так
задевает и греет вообще эта тема, и почему я с такой любовью, или из-за черных бровей, не знаю. Вообще. Или, возможно, потому что я пытаюсь... Не знаю, почему меня... Не помню, по-моему, чтобы перекинуть свою слабую сторону, зарисовывала эти волосинки и так хотела на всеобщее обозрение, чтобы она перестала быть таковой. Об этом. Возможно, это... Не знаю, все это такая романтизация лжи. Все это волосы. Странная штука. Не знаю. Ну, в общем, да.